Фильм начинается с того, как Мик, солдат в отставке, готовится к отъезду, неся с собой папку с важными документами и фотографию себя с другим мужчиной. По пути Мик заходит в хозяйственный магазин и покупает кувалду, прежде чем продолжить свой путь. Его машина останавливается перед старым заводом. Когда Мик приходит, работник завода встречает его и просит покинуть территорию. Тем не менее, Мик заявляет, что он брат Ласло, и это побуждает рабочего позвонить начальнику завода, Ренде. Когда Мик встречает Ренду, он раскрывает цель своего визита – потребовать компенсацию за смерть своего младшего брата, Ласло, который, по слухам, погиб в результате несчастного случая на заводе. Человек на фотографии с Миком оказывается Ласло. В моменте Мик предоставляет докты на получение пособия по случаю смерти, доказывая право семьи брата на Дааш. Однако Ренда вместо этого смеется и оскорбляет Мика. Несмотря на насмешки, Мик отказывается покидать место без компенсации. В гневе Ренда приказывает своим людям вытащить Мика и избить его. Используя свои навыки боя, Мик отвечает и побеждает людей Ренды. К сожалению, Ренда появляется и направляет на Мика дробовик. Мик вынужден сдаться, так как его окружили. Ренда сообщает в полицию, обвиняя Мика в нападении и попытке убийства. Мика арестовали в тот же день. На полицейском участке Мик знакомится с детективом Борелли и ее напарником, агентом Лэнгли. У них есть подозрение, что смерть Ласло связана с контрабандой. Мик потрясен, когда узнает, что его брат не умер в аварии, а был убит. Детектив Борелли предлагает помочь сократить срок Мика, если он согласится сотрудничать в их расследовании. Им нужна информация о контрабандной деятельности в тюрьме Плезант-Хилл. Мик, все еще колеблясь, не уверен, стоит ли принимать сделку, не желая ввязываться в новые неприятности. Затем Мика переводят в тюрьму Плезант-Хилл, удаленное заведение. Он, как и новички, переживает несильные отношения со стороны старших. Когда Мик заходит в свою камеру, другой заключенный советует ему молчать и терпеть все, что будет. Мик в замешательстве и не понимает, что имел в виду заключенный. Через мгновение охранник велит всем заключенным вернуться в камеры перед закрытием дверей. В ту ночь Мика насильно выдворяют из камеры и нападают на него 3 охранников. Они жестоко бьют его и применяют электрические дубинки, оставляя Мика в агонии. Тем временем другие заключенные слышат его крики, но только смеются, как будто это обычное дело. Они понимают, что Мик стал новой мишенью для охранников ночной смены. После избиения Мика бросают в маленькую и грязную камеру. На следующее утро к Мику приходит тюремный надзиратель, женщина по имени Уорден. Уорден как львица в дорогой одежде, отличающаяся от тюремного надзирателя. Спокойно, она предлагает Мику чашку кофе и начинает непринужденный разговор. В ходе их разговора Уорден предупреждает Мику следовать правилам тюрьмы, чтобы быть в безопасности и избежать наказания, подобного случившемуся прошлой ночью. Мику быстро осознает, что это скрытая угроза. Уорден четко заявляет, что не потерпит никаких беспорядков под своим контролем. После выхода из камеры одиночного заключения Мик присоединяется к другим заключенным на завтрак. Там он встречает нескольких заключенных, включая соседа по камере, Текса. В разговоре Текс напоминает Мику, что надо повиноваться, чтобы избежать сурового наказания. Текс объясняет, что то, что произошло прошлой ночью, было обычным приветствием для новых заключенных в тюрьме. Пока они едят, Мик замечает другого заключенного, который ест другую пищу, чем остальные. Буд, один из заключенных, объясняет, что этот человек – Буньян, который получает особое обращение, так как работает на главного надзирателя. Они предупреждают Мика не связываться с Буньяном, если он не хочет серьезных последствий. После завтрака Мик с заключенными начинают убирать двор тюрьмы. Во время работы Мик видит пожилого заключенного, ведущего припасы. Мик решает помочь ему. Старый заключенный волшебник известен бредом и странным поведением. Как будто он верит, что он волшебник. Волшебник рассказывает Мику о туннеле в блоке D, который не используется. По его словам, раньше тюрьма была психиатрической больницей, и туннель использовался для перевозки тел в И из учреждения. Туннель, как сообщается, ведет прямо к лесу за пределами тюрьмы. Волшебник говорил, что все, кто найдут туннель, могут сбежать из этой ужасной тюрьмы. К сожалению, никто не верит его рассказам. Когда звонит сигнал на перерыв, заключенным дают 15 минут на отдых перед возвращением к работе. На дворе видны 2 группы заключенных, противостоящих друг другу. Мускулистый заключенный выбегает и бросает вызов Буньяну на поединок. Будучи самопровозглашенным королем блока камер номер 13,
Буньян без колебаний принимает вызов. Он готов бороться и защищать свое звание террора. Бой начинается. Однако ситуация быстро выходит из-под контроля, когда один из людей Буньяна внезапно нападает на мускулистого заключенного с ножом. Это вызывает ярость у других заключенных, и начинается массовая драка. Хаос. Охранники распыляют газ, чтобы разогнать драку. С вышки начальник приказывает стрелять предупреждающими выстрелами в толпу, чтобы контролировать ситуацию. На следующий день, когда Мик занят работой в зоне хранения, его друг Гринхорн случайно уроняет один из мешков. Содержимое высыпается, и мы видим скрытую упаковку с контрабандой. Они в панике возвращают мешок в грузовик, чтобы охранники не заметили. Позже в тот же день Мик получает телефонный звонок от детектива Борелли. Спрашивает, есть ли у Мика информация из тюрьмы. В разговоре наедине Мик рассказывает ей, что он узнал о контрабанде, которая проходит через поставки от компании Миранды. Борелли обещает освободить Мика раньше, если он поможет с расследованием. Помощник надзирателя сообщает о своих выводах о Мике. Надзиратель, используя камеры наблюдения, тайно следил за Миком и знает, что детектив Борелли с ним связался. Он также узнает, что Мик был арестован по обвинениям, которые выдвинул Ренда, ее партнером по контрабандной операции. Надзиратель идет на фабрику Ренды в ярости. Ренда говорит, что он лишь хотел помешать Мику узнать о контрабанде. Тем не менее, Ренда получает инструкцию от надзирателя с серьезным выражением лица. В следующий раз она должна действовать лишь с его разрешения. К сожалению, Гринхорн окружен со всех сторон и поражен мощным электрическим шоком. Электрический шок сбивает его с ног, и он умирает на месте. Его безжизненное тело остается лежать там всю ночь, а на следующее утро его забирают охранники. Пока другие заключенные идут на еду, Мика приказывает убрать пятна крови Гринхорна с пола. Надзиратель приходит и предлагает Мику сделку. Надзиратель обещает сократить срок Мика, если он согласится работать на нее. Однако ее истинное намерение – запугать Мика и убедиться, что он не вмешивается в ее незаконную контрабанду. В конце концов, надзиратель берет на контакт Буньяна, самого опасного зэка в тюрьме, чтобы все было под контролем. Даже Буньян, известный безжалостностью, выглядит испуганным от угроз надзирателя. Несмотря на ее спокойную и вежливую внешность, надзиратель, как ядовитая змея, смертельно опасная и хитрая. На следующий день Буньян начинает злить Мика. Мика ощущает несправедливость, когда его обвиняют в срыве еды, видя при этом, что это специально делает он. Он дразнит Буньяна, что еще больше его злит. Мика, когда кого-то дразнит, бьет его локтем, и у того кровь течет. В этот момент Текс предупреждает Мика быть настороже, так как он стал мишенью для Буньяна и его банды. Как и предсказывал Текс, Буньян нападает на Мика в складском помещении. В ходе яростной борьбы Мик берет верх и почти одерживает победу над Буньяном, душа его. Но надзиратель появляется, чтобы наблюдать за дракой, и бросает Буньяну цепь, с помощью которой тот защищается от атак Мика. Мик, быстро действуя, берет доску, чтобы блокировать удары Буньяна. В конце концов, Мик снова удается задушить Буньяна с помощью цепи. Но вместо того, чтобы добить его, Мик сдерживает себя, отказываясь стать монстром, как Ренда или надзиратель, которые убивают без сомнений ради своей выгоды. Решение Мика разочаровывает заключенных, которые хотели, чтобы Буньян исчез. Надзиратель злой приказал помощнику посадить Мика и Буньяна в воротильни. Пока другие заключенные возвращаются к своим повседневным делам, Мик сидит в изоляторе в наручниках, чтобы не создавать больше беспорядков. Немного позже в камеру Мика входит врач с шприцем, наполненным лекарством. Когда врач готовится сделать укол Мику, Буньян внезапно появляется сзади и сбивает врача с ног. Оказывается, что и Мик, и Буньян планировали побег. В то же время остальные заключенные готовятся к восстанию против охранников, которые их мучили. Тем временем Буньян и Мик направляются в тюремную часовню в надежде найти выход. К сожалению, выходная дверь заперта, и охранник держит ключ. Для побега им нужно сразиться с охранником. Когда они забирают ключ и открывают дверь, они в шоке обнаруживают целую комнату, полную оружия и боеприпасов. И взрывчаткой. Этими вещами охранники пугали заключенных. Пока они ищут оружие, охранники внезапно врываются. Буньян немедленно бросается вперед, сражаясь с охранниками с неистовой силой. В то время как смотритель, охваченный паникой из-за захвата тюрьмы восставшими заключенными, в отчаянии ищет способ сбежать вместе со своим помощником.
Хотя смотритель знает все пути побега и имеет ключи от каждой двери, вся тюрьма переполнена заключенными, которые успешно справились с охраной. В отчаянии, чтобы не попасться, смотритель жертвует своим помощником, чтобы спасти себя. Тем временем Мик и Буньян продолжают искать выход, несмотря на столкновение с охранниками и доктором, который, оказывается, все еще жив. Благодаря быстрым рефлексам им удается победить своих нападающих. Одновременно они наблюдают, как волшебника жестоко убивают выстрелами. Решив сбежать, Мик и Буньян выходят из здания и направляются во двор, где их ждет интенсивная перестрелка с отрядом SWAT. По мере того, как ситуация становится все более опасной, они входят в другую комнату, надеясь найти выход. Когда они обнаруживают два пути, они решают разделиться, чтобы сэкономить время. Наконец, Буньян наталкивается на скрытую дверь, ведущую в туннель, о котором когда-то говорил волшебник. Когда Буньян наводит глаза на Мику, смотритель внезапно нападает на него. Однако Мик успевает вовремя и убивает Уорда. Как всегда, Уорда пытается манипулировать Миком сладкими словами, пытаясь убедить его отпустить ее. К сожалению для нее, на этот раз она столкнулась с не тем человеком. Мик жестоко покончил с Уордом в тюрьме, созданной ею своими грязными деньгами. Текс руководит восстание заключенных и переговоры с отрядом спецназа. Текс требует, чтобы полиция вызвала губернатора и крупные организации в тюрьму Плезант-Хилл, чтобы разоблачить коррумпированную и жестокую систему наказаний внутри ее стен. Мик и Буньян убегают через туннель. Оказавшись на улице, Буньян в восторге от того, что наконец-то чувствует свежий воздух, чего он не испытывал годами. Пройдя через лес, они решают разделиться, чтобы избежать слежки полиции. Перед разлукой Буньян извиняется перед Миком за все свои поступки в тюрьме. Он говорит, что был вынужден подчиняться Уорду ради выживания. Буньян, наблюдая за тем, как Мик разрушает режим Уорда, называет его героем. Через несколько недель после побега из тюрьмы Мик впервые посещает могилу своего младшего брата. Вдруг несколько полицейских машин прибыли, окружив территорию. В панике Мик опасается ареста и возвращения в тюрьму. В этот момент появляются детектив Борелли и агент Лэнгли. Они успокаивают Мика, что его не арестуют, так как его статус беглеца был снят. Благодаря его помощи полиция успешно разоблачила крупнейший контрабандный синдикат в Америке. Губернатор также согласился отменить все обвинения. Не только это, но и Мик наконец получает компенсацию за смерть своего брата, за которую он так долго боролся. Лэнгли предлагает Мику работу с правительством. Однако Мик колебался, так как его приоритет теперь заботиться о семье. В финальной сцене Мик посещает Рэнду на его фабрике, неся с собой кувалду, которую когда-то купил в качестве сувенира. Мик заставляет Рэнду признаться во всех преступлениях. Он связывает Рэнду с работающим станком. В конце концов, Рэнда сталкивается с последствиями своих действий, и Мик, наконец, мстит за смерть своего брата. Фильм близится к концу. Урок. Избегайте связей с семьей уволенного солдата. Фабрики предназначены и для производства резины, и для перемалывания сожалений. И помните, если кто-то попросит деньги, просто заплатите. Это гораздо дешевле, чем убегать от человека с кувалдой.